Здравствуйте, друзья! К записи этого видео меня сподвигло недавнее общение с одним из моих учеников. А речь пойдет о самом сложном моменте в вашей творческой карьере. И складывается он вот из чего. Когда вы только берете в руки краски и кисти, перед вами открывается новый интересный мир. Вы обращаетесь к разным видеоурокам, к преподавателям, и вот понемногу складывается понимание, как писать объекты на поверхности. И шаг за шагом эта способность становится все лучше, все совершенней. И на каком-то этапе мне, как преподавателю, ученику посоветовать, казалось бы, больше нечего. Его объекты на картине имеют хорошую светотень, в живописном плане все создано правильно. Но как раз вот эта правильность, возможно, и является той точкой, через которую нужно перейти. О чем я говорю? Недавно я вспомнил своего друга, когда он говорил о музыкантах. Как-то он высказался насчет игры одного из своих коллег. Он сказал такую фразу: «Сплошные ноты». Он имел в виду, что в его игре не было какой-то дополнительной составляющей, которая бы выводила работу музыканта на уровень искусства. И вот здесь возникает первая трудность. А что это за составляющая? Как мы понимаем и отличаем работу обычного человека от работы человека, который создает в моменте искусства? И самое интересное, что когда вы смотрите какой-то фильм, слушаете музыкальное произведение, смотрите на картину, у других вы замечательно определяете эти составляющие. Конечно, на каком-то этапе это может быть на уровне нравится, не нравится, но если вы глубже разбираетесь в вопросе, то можете вычленить эти моменты, которые и являются тем самым искусством, о котором мы говорим. Но если посмотреть на себя, и здесь, конечно, вопрос не в личной скромности, очень трудно определить, на каком уровне я сейчас нахожусь, чем является то, что я делаю. Если слишком критично относишься к своему творчеству, то хочется разбить все созданные статуи. Если же ты говоришь себе, что еще долго и упорно нужно учиться перед тем, как я стану мастером, то не чувствуешь вот этого момента перехода на следующую стадию. Ты как бы все время в роли ученика и никак не можешь перейти в стан профессионалов. Как здесь быть? В одном из видео я уже рекомендовал вам обращаться к другим художникам, искать свое отражение в других мастерах, то есть искать то, что больше нравится, и находить какие-то техники, которые близки вам, и сначала копировать, потом прибавлять свое и выходить на свою личную составляющую в этом вопросе. Но давайте сегодня в этом видео не будем повторяться, хотя я уже повторился, а посмотрим больше внутрь себя. Почему плохо чувствуется вот эта точка перехода? Потому что мы долгое время находились в роли ученика и отодвинули свое «я» на дальний план. Это неплохо. Как раз в стадии ученика это очень хорошая позиция, она помогает впитывать все, что говорит преподаватель, и развиваться очень быстро. Если ученик имеет сопротивление и очень ярко выраженное свое «я», ему лучше развиваться самостоятельно, не прибегая к помощи преподавателя. Иногда, кстати, и может быть среди вас есть эти люди, ко мне пишут ученики, которые вроде бы как начинают
изучать какой-то материал под моим руководством, но потом мы расходимся именно по той причине. Человек делает все по-своему, но результат, если он не получается, ставит в вину мне. И лучше на каком-то этапе быстро расстаться, вам найти другого учителя, а мне спокойно заниматься учениками, которые готовы применять и принимать именно мои знания. Поэтому здесь без обид, но сейчас мы не об этом говорим. Итак, роль ученика и еще желание получать оценки за свои работы. Безусловно, что бы мы ни создали, мы же художники, мы производим визуальные образы, и мы предъявляем их зрителю. Редко кто захочет работать в стол. Да, есть и такие, но лучше так не делать. И мы ждем и ищем оценки, и несколько зависимы от этих оценок, и стараемся в каждый следующий раз сделать свою работу такой, чтобы она понравилась зрителю. Это тоже хорошее качество, но вот на какой-то стадии оно начинает мешать. Мы смотрим на свои работы, не можем их оценить и не понимаем, на какой стадии мы находимся. Сейчас я попытаюсь дать вам ответ. Давайте вспомним фразу: в искусстве главное не что, а как. Мне присылают большое количество работ, например, цветы в вазе. Смотрю я на эти картины и не могу сказать ничего плохого. Компоновка хорошая, рисунок отличный, передано все с объемом, но вдруг я вспоминаю цветы или подсолнухи Ван Гога. Оп! И эта работа сразу поднимается над всеми, что я видел до этого. Как это происходит? Почему так происходит? При этом, если вы когда-нибудь бывали в музеях, возможно, столкнулись с таким фактом. Вот я стою перед работами Ренуара и рассматриваю отдельный участок, не всю картину, а отдельный участок. И живописная среда, вот это биение мазков, перемешивание краски на поверхности холста, какие-то завороты, которые получились случайно от кисти, смотрятся очень интересно. Каждый участок картины хочется разглядывать. Я называю это создание живописной среды, художественной, интересной самой по себе. Представляете, даже не важно, что нарисовано на этой картине. Вот эта феерия мазков, сложенная, цветных мазков, сложенная в определенный образ, сама по себе смотрится хорошо. Вот этой составляющей и не хватает работам многих художников. Понимаю, что вы сейчас смотрите на мои работы и можете сказать: у тебя этой составляющей тоже нет. Отчасти я согласен, но знаю точно, что во многих работах мне удалось добиться вот этого интересного восприятия. Но, во всяком случае, для самого себя, что тоже немаловажно. Еще раз обратимся к фразе «не что, а как». И вспомним ботинки Ван Гога. Обувь, грязные ботинки, которые он рисовал. И как же интересно они смотрятся на холсте. Он изобразил их так, что эти объекты неприглядные и, может быть, не очень интересные в обыденной жизни. Зачем вот рассматривать какие-то ботинки? Но на картине Ван Гога их хочется рассматривать. Соответственно, что бы он ни нарисовал, да, вспомните вот эти интерьеры, тоже смотрятся очень интересно в его работах. Я понимаю, что не все, возможно, любят этого художника, но я призываю вас сейчас не оценивать его как мастера, а именно увидеть ту живописную составляющую, ту живописную среду, которую он
составлял на своих полотнах. Для удобства мысленно вы можете заменить фамилию Ван Гог на того художника, который вам больше нравится. Смысл того, что я говорю, от этого не поменяется. Я думаю, сейчас вы уловили вот эту разницу между рисованием и живописью. Как же решать этот вопрос? Универсального ответа нет. Поэтому я и называю этот момент самой большой трудностью в творческой карьере художника. Вам нужно погрузиться в себя и достать оттуда то индивидуальное, то самое интересное, за что будет цениться ваше искусство. При этом неважно, пишете вы большие картины или занимаетесь сувенирами. Наверное, это и есть тот профессионализм, за который вообще ценится деятельность человека. Помните, как есть вот эта пословица, что люблю наблюдать, как другие люди работают? Скорее всего, мы очень любим наблюдать за теми талантливыми действиями, которые происходят где-то на сцене или в профессиональной области. Ловкость человеческих рук, его желание выполнить свою работу качественно, приложить туда какие-то душевные усилия, всегда вызывает восхищение, восторг. И если услуга вам оказывается именно в таком качестве, мы остаемся невероятно довольны тем мастером, с которым столкнулись в этой жизни. Готового ответа у меня нет, я уже об этом сказал, и, возможно, это очень хорошо. Цель этого видео – задать вам некое размышление на эту тему, для того, чтобы вы на определенной стадии смогли перейти в стан профессионализма и сделать свои работы более привлекательными для окружающих. Если искать этот ответ у другого человека, вы опять попадаете в роль ученика и никак не можете нащупать свою индивидуальность, раскрыть себя и вообще понять себя, найти себя. Поэтому погружаемся только в свои мысли и ищем ответ на вопрос именно там. Если кто-то не понял, о чем я говорю, кратко делаю повтор. Друзья, мне присылают картины, которые выполнены очень хорошо, качественно. Но они, если сказать кратко, никакие. Вы понимаете, что художник, который преподносит свои идеи зрителю, должен делать это с некой интересной подачей. Посмотрите на мои работы. Я все время стараюсь сделать какие-то текстуры, задать живописную среду с помощью перемешивания мазков на поверхности, сделать объем для архитектурных решений в картине. То есть идет постоянный поиск вот этой формы выражения своих идей. Потому что если мы просто берем лист бумаги и начинаем рисовать на нем акварелью, выразительности этого произведения недостаточно для того, чтобы оно было интересным для зрителя. Понятно, что есть великолепные акварелисты, такие как Сергей Курбатов, но я сейчас не о них говорю, я говорю о вас. Посмотрите на свои работы. Достаточно ли в них той самой составляющей, которая зажигает? Интересно ли смотреть на отдельный участок вашей работы, на работу краски ваших рук в этой работе? Или это просто какие-то действия на поверхности, которые похожи на картину? Я думаю, тот, кто чувствует некий недостаток в своих картинах, хорошо меня поняли. Если же мысль, которую я пытаюсь донести, еще как-то не ложится на ваше сознание, на ваш ум, значит, у вас или все хорошо,
Или вы еще действительно находитесь в стадии начинающего художника и размышлять над этим вопросом еще просто рано. Возможно, чуть позже у вас как бы всплывет этот вопрос и все нужно будет решать заново. Вспомните об этом видео, ищите его и слушайте еще раз. Так вот, как я уже сказал, ответ нужно искать в себе, но я дам вам некоторые направляющие, которые помогают разбудить как бы личное в самом себе. Это некая творческая уверенность. Да-да, я хочу сказать именно о творческой уверенности. Многие начинающие художники производят впечатление такого очень скромного, сидящего в маленьком помещении в самом углу человека, который боится показывать свои работы, боится своих движений, боится испортить материалы и все такое. Он очень мал, чувствует себя вечным учеником, не готов распрямить свои плечи и выйти, наконец, наружу, причем наружу из самого себя. Я, кстати, сейчас не говорю о жизненной уверенности. Это как бы не мой профиль. Здесь работа других специалистов, которые помогают нам рождать уверенность именно в жизненных ситуациях. Я говорю непосредственно о творчестве. На своей основной работе вы можете быть великолепным специалистом, который решает и даже, может быть, находится на руководящей должности, и все у него складывается. Именно о творчестве. И вот эта творческая неуверенность как бы губит вот этот огонь и потенциал ваших действий. Как избавиться от этого состояния? Я предлагаю создавать абстрактные картины большого размера, ну хотя бы 60 на 80, на которых вы просто очень грубо мажете краской по поверхности. Не обязательно выставлять эти картины на выставку или на продажу. Здесь идет речь о освобождении руки, о том, чтобы не бояться материала и не бояться его испортить. Экономия никуда не приведет вас в творчестве. Обязательно какая-то часть работ должна быть испорчена, выброшена. Как я уже говорил, наш преподаватель заходил в студию и говорил: а почему у вас под мольбертами так чисто и сухо? Краска должна течь, мазки накладываться пастозно, с энергией. Вот даже постарайтесь перенять способ сейчас подачи через мою речь. Вот, энергия, движение, вкладывать в мазок действия. Вот какие я слова, я даже пытаюсь в них небольшую жесткость вложить, чтобы у вас внутри проснулось вот это действие. И тогда вы выходите из состояния работы маленькой кисточкой по маленькому формату. То есть вот эта неуверенность должна остаться позади. Вы должны ее как бы перемолоть своим действием. Причем, создавая вот эти абстрактные картины, не обязательно думать о каком-то сюжете. Вы можете выбрать определенную цветовую гамму, но про сюжет не думать. Возможно, в этой абстракции вы потом найдете какой-то образ, слегка его поддержите еще несколькими мазками, и вдруг родится, может быть, какая-то приемлемая картина. Но задача именно в том, чтобы помазать, поработать с материалом, поработать с краской и получить вот это внутреннее освобождение. Его не хватает очень многим. На моем канале есть серия уроков для Катерины, ученица, с которой мы как раз прошли вот эти стадии раскрепощения. На ваших глазах человек приобретает большую свободу действий на поверхности
своей картины и вдруг начинает писать более свободные работы. Я сначала показываю ее портфолио, где ее рука действует более скованно, и потом, после занятий, даже уже по ходу выполнения заданий, она начинает освобождаться. Это вполне решаемая задача. Итак, друзья, самой сложной фазой вашего развития я называю тот момент, когда вы уже всему научились. Вы понимаете, что такое световоздушная перспектива, что такое светотень, рефлексы. У вас неплохо получается рисунок. Я, кстати, говорю, что рисунку можно учиться всю жизнь. И действительно это нужно делать. Но ваша работа уже выглядит неплохо. И как раз вот нужно перейти на следующий уровень, когда работа выглядит профессионально, художественно, индивидуально, неповторимо. И здесь вот этот поиск, собственный поиск этих решений довольно-таки сложен. Очень трудно найти те точки, на которые опираться при поиске ответа на этот вопрос. Надеюсь, что видео, которое мы сегодня записали, хотя бы чуть-чуть поможет вам разобраться. Друзья, мне иногда сложно для вас раскрыть некоторую тему. Внутри я вопрос понимаю, для себя уже принял какие-то решения, действую согласно с этих решений, но донести это до ученика не всегда легко, потому что я специально не сижу и не формирую какие-то мысли для того, чтобы потом упаковать это в книгу или в видеоподкаст. Поэтому ваши вопросы могут очень здорово дополнять то, что я говорю, и как раз вот в этих ответах мы можем создать еще дополнительный блок информации, который будет полезен другим ученикам, которые прочитают ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, пишите вопросы, которые вас интересуют. Я же сегодня говорю вам всего самого наилучшего. До встречи в следующем видео. Пока.